Всем привет! Сегодня вместе с вами снова я, Сергей Зайцев. Сегодня к нам на установку аудиосистемы приехал автомобиль Skoda Octavia A5. В этом автомобиле в базовой комплектации шло два динамика. То есть они были установлены только в передних дверях. В задних дверях есть места под динамики, но ни динамиков, ни проводки в этом автомобиле нету. Кроме всего того, штатная магнитола была запрограммирована только на два передних динамика. Поэтому, чтобы у нас появился звук в задних динамиках, которые мы установим, нам придется еще запрограммировать саму аудиосистему, то есть штатную магнитолу. Клиент нам привез комплект динамиков, купленных на разборке. В комплект входит динамик широкополосный и пищалочка. Значит, пищалка будет у нас устанавливаться на карту двери в штатное место. И динамик тоже в штатное место будет крепиться в саму дверь. Автомобиль частично я уже разобрал. Начал с левой стороны его. Для прокладки проводов пришлось демонтировать пластиковые пороги. Снять пластиковую защиту средней стойки. Демонтировали обшивку дверной карты. И в принципе уже занялись прокладыванием проводов в двери, то есть для подключения акустики. Так как у нас нет никаких разъемов, вот в таком виде нам все это привезли, то для того, чтобы все это сделать на разъемчиках, нам необходимо будет доработать данную конструкцию. То есть к пищалочке придется приделать разъем, добавить проводов. Здесь тоже придется приспособить свой разъем, потому что штатных разъемов у нас в наличии нет. Но весь процесс доработки можем показать. Мы имеем 4 динамика. 2 широкополосных и 2 пищалочки. Как видите, у нас тут разъема нет, а тут огрызок проводов. Я решил все это сделать разъемным, чтобы можно было, если будет необходимость, все это дело разобрать. Для этого я решил поставить разъем. На одну пищалку я уже вот делал разъемчик, и на один из динамиков тоже припаял кусок провода, разъем, и тут припаял. Здесь я просверлил отверстие, чтобы просунуть наши провода. Если у кого-то будут разъемы, то можете, конечно, поставить штатный разъем. Но у меня его не было, поэтому я вот вышел из этого затруднительного положения таким образом. Один комплект готов, сейчас спаяю второй и продолжим дальше. Для правильности подключения динамиков на разъеме здесь указан где плюс, где минус. То есть плюс помечен плюсиком. Это очень важно для фазировки динамиков. Чтобы вы их правильно подключили и они правильно у вас работали, то это очень важно. На этом проводочке у меня на черненьком плюсик проставлен. Я его сделал плюсовым. Здесь у меня плюсик. Я припаял на плюсовую клемму. Сейчас на этот конец провода еще разъем прицеплю, и все будет готово. Итак, при демонтаже пищалочек с карт, пищалки на карте были приклеенные, то есть приплавленные. Места приплавки, то есть пищалка держалась на 3 направляющих. В этой вот одна типа выломана, а 2 застряли, то есть их надо будет еще выковырять. Значит, на карте, есть у нас карта вот задняя, вот эти направляющие, вот они целые. Нам нужно будет сейчас эти дырочки освободить из динамика и на эти направляющие его насадить и приплавить. Вот на одной пищалке я уже высверлил их. И теперь смело могу его уже сюда поставить. Вот так он стоит. Ну, будет у нас стоять. Сейчас я паяльником приплавлю эти места, чтобы пищалка не выпадала со своего места.
Все, пищалка закреплена, стоит. К этому разъему мы сейчас сделаем еще ответку, чтобы это все дело можно было отсоединить при демонтаже обшивки двери. Итак, что касается нашей двери. Я в дверь затянул провод акустический для подачи питания сигнала на динамик. Поставил на него разъем. Вот. Здесь у меня разветвление. То есть тут двойной провод. С этого разъема идет вот ответка на динамик среднечастотный. И отсюда вот пошло разъем на динамик высокочастотный. Как вы видели, в двери было штатное место динамика. Я этот динамик поставил на штатное место и посадил его на заклепки. В самой двери были отверстия под заклепки. В этой двери тут все на заклепках. То есть весь стеклоподъемник, вся вот эта фальш-панель держится на заклепках. Поэтому, чтобы придать как бы вид заводскому, мы как бы тоже все на заклепки поставили. Нам не пришлось мучиться с подбором саморезов, гаечек. Все на штатное отверстие. Никаких новых отверстий сверлить не пришлось. Теперь я это соединяю. При одевании дверной обшивки этот разъем соединю с пищалочкой. Этот разъем на стеклоподъемник. Это я тут сейчас примотаю. И все, в принципе, дверь, можно сказать, готова. Значит, провода я затягивал через дверной переход. Здесь вот была резинка. Вот наш провод. В верхней части разъема там есть место, то есть свободное. И через это место я просунул этот провод. Провод довольно легко проходит тут. То есть, вот. Тягается туда-сюда. Дальше по салону провод пойдет вниз по порогу и к магнитоле. Не сказал еще о том, что не забываем соблюдать полярность. То есть я вам говорил, что на динамике у нас есть плюс, есть минус. Черный провод я вешал на плюс. Он у меня как бы с крестиком идет. Поэтому в разъеме, чтобы не перепутать черный на черный, красный на красный. Также на магнитоле, когда будем подключаться уже к магнитоле, то тоже эту фазировку все сохраняем, чтобы не перепутать, чтобы динамик работал правильно. Чтобы проложить провода к магнитоле, нам ее пришлось демонтировать. Для того, чтобы ее демонтировать, в первую очередь необходимо снять вот эту декоративную накладку. Она держится на клипсах. Ну, я уже все снял, я покажу, как последовательность. Первым делом снимается вот эта накладка. Вот, держится она вот на всех клипсах по кругу. Такими вот лопатками подковыриваем и снимаем. Аккуратно, чтобы не повредить вот эту торпеду. Материал мягкий. Если ковырять от отвертки, то могут остаться следы. Сняли накладку. Дальше вот эта планка тоже снимается. Накладка магнитолы самой. Под этой накладкой у нас есть 4 самореза, которыми прикручена сама магнитола торпеда. Выкручиваем эти саморезы. Климат-контроль. Ну, я тоже открутил. В принципе, можно не откручивать. Ну, тоже 4 самореза у него. Крепление. Открутили магнитолу. Ее вынимаем. Держится она, ну, сзади у нее антенный разъем и разъем питания и выход на динамики. Так, все это отсоединили. Получается у нас антенный разъем и вот такой вот разъем на магнитоле. Снимается он. Тут так нажимаем, поворачиваем, и он выщелкивается с магнитолой. Вот этот разъем идет на динамики. В этом разъеме у нас присутствуют провода только на передней динамике. Вот они по центру были. Вот штатные 4 провода, которые идут на передней динамике. На задней динамике у нас проводов нет. Поэтому, чтобы подключиться, мне пришлось разобрать разъем ISO, который предназначен для подключения магнитол. Вынять с него 4 проводочка и вставить их в нужные нам места. То есть туда, где их нет. Этот разъемчик, в принципе, отсюда вынимается. То есть, чтобы вставить эти разъемы, надо демонтировать этот разъем коричневый с этой колодки. В разъемчике есть фиксатор. Вот сиреневый он тут такой. Значит, после того, как я вставил эти разъемы с ISO, ну, провода с ISO разъема,
Этот фиксатор у меня перестал помещаться туда, поэтому я его назад не поставил. Потому что не совсем подходят эти контакты. Они-то помещаются в разъем, но фиксатор потом вставить нет возможности. Поэтому я его не поставил. Будем надеяться на то, что они не выпадут. В принципе, провода фиксируются своими фиксаторами. Ну, для пущей безопасности производитель еще фиксирует дополнительной планочкой, которая не дает им выпасть из гнезда. Вот такая планочка вот там стояла. Значит, я прозвонил провода, определил, где плюс, где минус на динамиках, и где левый, где правый. Вот эти два провода, красный плюс, коричневый с красным минус, идет на правый динамик, правый передний динамик. На задний правый вот я вставил два серых провода. Аналогичная ситуация с левым, то есть синий с белым плюс, коричневый с белым минус. Точно так же вставил я белые. Белый плюс, белый с черной полосой минус. Провода я уже по левой стороне проложил. Вот, дотянул до магнитолы. Значит, теперь могу их тут подключить к своим белым проводам. Для того, чтобы задние динамики заиграли, данную магнитолу придется еще запрограммировать. Прописать мне не 2 динамика, а 4. Подключаю наши провода. Так, черный у меня плюсовой, красный минусовой. Черный подключаю к белому, так как белый плюсовой, а красный к белому с черной полосой. Соединили, заматываем изолентой. Итак, я запрограммировал магнитолу. Мы подключили один задний динамик, задний левый. И теперь решил проверить, работает ли он у меня. Так, включил я магнитолу, играет сейчас у нас диск. Заходим в меню, передний, громкость, передний и задний. Как видим, все работает. Можно сказать, что левую сторону мы сделали. Осталось только собрать пороги, собрать заднюю дверь и приступить к разборке правой стороны, правой двери, прокладыванию проводов, крепление динамиков. В общем, не вижу смысла повторяться Сейчас еще покажу, как запрограммировать магнитолу, чтобы она и действительно играла. Потому что если у вас нет сканера, с помощью которого можно запрограммировать эту магнитолу, то все ваши действия будут напрасными. Вы все сделаете, но в результате звука не услышите. Поэтому, проложив все провода, вам необходимо будет еще воспользоваться программным обеспечением, которое позволяет программировать данный автомобиль Skoda Octavia A5. Мы будем использовать сканер, адаптер Вася Диагност. Итак, для программирования магнитолы нам понадобится вот такой вот адаптер диагностический, Вася Диагност называется. Предназначен вот для автомобилей Skoda, Seat, Audi, Volkswagen, VAG группа. Подключаем его к диагностическому разъему, открываем программу Вася Диагност. Заходим в выбор, заходим в настройки магнитола. Так, вот соединился адаптер. Заходим в кодирование. Так. Вот, для того, чтобы вы лишнего ничего не сделали, желательно то, что у вас есть, текущая вот кодировка, ее сохранить. Для этого делаем скриншот, сохраняем все на рабочем столе, чтобы потом, вдруг чего, было вам куда вернуться. Так, заходим в длинное кодирование, открывается у нас такое вот окошко, и теперь выбираем нужный нам байт. У нас вот этот байт второй. Здесь нам предлагает вот 4 динамика, 2 динамика. Мы выбираем 4 динамика спереди и сзади. Дальше выходим и сохраняем это все дело. Ну, это у нас выдало. Дело в том, что я уже запрограммировал ранее эту магнитолу. У меня вот уже здесь появилась 4, а было 2. Ну, на скриншотах я вам покажу. Вот эта кодировка была другая. Тут после того, как вы все это сделали, выходите с программы, и в принципе программирование на этом уже и заканчивается. То есть выключаете зажигание, и у вас все настройки ваши сохраняются. Ну, на этом все. В принципе, ничего сложного нету. Главное иметь нужный адаптер. Итак, на данном этапе у нас запрограммирована магнитола. Проложен
провод и подключены динамики по левой стороне. Все это дело проверено. То есть динамик играет. Я теперь смело могу все это собрать и приступить к прокладыванию проводов, установке динамика по правой стороне. Видео снимать по правой стороне я не буду, потому что оно будет аналогичным тому видео, которое делалось по левой стороне. Ничего нового в этом мы не увидим. Поэтому на данном этапе покажу вам еще, как все соберется. И надеюсь, что на этом будет все. Дверь готова. Левая сторона собрана. Можно приступать к правой стороне. На этом обзор установки акустики в задние двери считаю законченным. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите. До новых встреч. Пока.